Тихий океан. Ноябрь 1943 года. Для американских стратегов это просто объект 243. Остров Битио в составе атолла Тарава. Они думали, что это будет быстрый штурм. Несколько часов огня. Высадка. Флаг. Но они ошиблись. Крошечный остров в составе Таравы. Длина около 3 километров. Ширина меньше километра. Но на этом клочке земли Япония построила крепость. Здесь нет гор, нет джунглей, только песок и кокосовые пальмы. Но именно этот клочок суши стал самой укрепленной точкой на планете. Японцы готовились 2 года, с 1941, когда захватили Гилбертовы острова. На крошечном острове Битио, главном островке Тарава, построили крепость, которой позавидовал бы любой форт. Более 500 оборонительных позиций, 100 бетонных дотов, траншеи, соединяющие все в единую сеть, мины, колючая проволока под водой, 8-дюймовые морские орудия, пулеметы, 14 легких танков. Аэродром, готовый принять бомбардировщики. Командовал всем контр-адмирал Кейдзи Сибасаки. Он был уверен. «Миллиону человек не взять этот остров и за 100 лет», — сказал он своим. И они поверили. Японцы завезли сюда 2500 отборных морских пехотинцев Рикусентай, плюс 2000 строителей, японцы и корейские рабочие, которых заставили рыть и бетонировать. Всего почти 5000 человек. Они знали, отступать некуда. Сзади только океан. Американцы готовились иначе. Огромная армада. 17 авианосцев. 12 линкоров. Десятки крейсеров и эсминцев. Новые амтраки. Плавающие гусеничные машины, которые должны были переползти через риф. Группировка вторжения – почти 35 000 человек. План казался безупречным. Смести все живое. Авиаудары должны были стереть остров. Артиллерия – добить все живое. Командование обещало морпехам. Вы пройдете по берегу, не замочив ботинок. Командование было уверено, после такого огня сопротивления не останется. Они ошибались во всем. Они недооценили 2 вещи – бетон и приливы. Рассвет 20 ноября. Прилив оказался ниже, чем обещали карты. Первый удар. Линкоры выпускают 3000 тонн стали. Остров скрывается в облаке дыма. Кажется, там не выжили даже насекомые. Бомбардировка заканчивается. Дым, пепел, разрушенные пальмы. С воздуха кажется, остров мертв. Но это иллюзия. Большая часть японских позиций уцелела. Они просто переждали. Под землей, в бетоне, в тени. И теперь ждали. Первая волна десанта идет к берегу. И тут происходит то, что изменит все. Коралловый риф – естественная линия обороны. Острый, неровный, смертельно опасный. Японцы знали, если враг застрянет там, он станет мишенью. Уровень воды над коралловым рифом оказался на 60 сантиметров ниже расчетного. Десантные катера «Хиггинс» налетают на кораллы в 500 метрах от берега. Рифы встречают амтраки, как стена. Многие застревают. Они останавливаются прямо перед линией огня. И начинается бойня. Двери открываются. Морпехи прыгают в воду. 500, 600, 700 метров до берега. Представьте, вы прыгаете в воду. На вас 30 килограммов снаряжения. Вода по грудь, по шею. А впереди полкилометра открытого пространства под перекрестным огнем пулеметов. Под прицелом. Пули режут воду. Шипение, крики. Те, кто падал раненым, просто тонули под весом своих ранцев. Вода становится красной. Рация одного из батальонов доносит в штаб. Потери 70%. На берегу хаос. Нам нужно чудо. За первые 2 часа американцы потеряли больше людей, чем за всю кампанию на Гуадалканале. Один из выживших, корреспондент Роберт Шеррот, потом написал: «Я думал, мы проиграем. Это был единственный бой, где я всерьез поверил, что нас сбросят обратно в море».
Первый день – мясорубка. 1500 убитых и раненых еще до вечера. Морпехи цепляются за узкую полоску пляжа. Японцы бьют из каждого дота, из каждой щели. Они сидели в бункерах, засыпанных 5-метровым слоем песка. Снаряды линкоров просто рикошетили от них. Единственное оружие, которое работало – огнемет и гранаты в амбразуры. Морпехи ползли к амбразурам, заливая внутрь смесь бензина и масла. Температура внутри дота поднималась до 1000 градусов. Японцы не сдавались, танки горят. Амтраки тонут с людьми внутри. К концу первого дня ситуация критическая. Потери огромные, связь нарушена, части перемешаны. Но отступать уже невозможно. Они зажаты между океаном и огнем. И тогда приходит вторая волна. Уже на гусеничных амфибиях ЛВТ они проходят риф. И это меняет ход боя. Но слишком поздно для сотен людей, оставшихся в воде. Второй день. Бой становится ближе. Очень близким. Дистанция метры. Японцы не сдаются. Они дерутся до конца. Используют туннели. Контратаки ночью. Самоубийственные вылазки. Пленных почти нет. Третий день. Остров превращается в обугленную поверхность. Запах смерти висит в воздухе. Тела лежат повсюду. На пляже, в воде, внутри разрушенных позиций. Адмирал Сибадзаки погиб на второй день. Его командный пункт накрыло прямым попаданием, но его солдаты продолжали сражаться, даже когда у них закончились патроны. Последняя ночь Таравы – это безумная банзай-атака. Тысячи японцев бросились на американские позиции с ножами и штыками. 3 дня. 76 часов ада. Тарава взята. 1677 погибших американцев, более 2000 раненых, 4690 погибших японцев и корейских рабочих. За каждый метр этого крошечного острова заплачено 3 жизнями. Японский гарнизон практически уничтожен. Из примерно 4500 человек выжили меньше 200. Корейские рабочие часть взята в плен. Но главное – масштаб потерь за такой крошечный остров. Это шокирует даже военных. После боя начинается другая реальность. Тела лежат неделями. Некоторые в воде, некоторые в песке. Их не успевают хоронить. Жара. Разложение. После штурма погибших хоронили в спешке, в общих траншеях. Солдаты вспоминают. Запах был хуже всего. Он не уходил. Позже их могилы были застроены или потеряны. До сих пор поисковые группы находят останки морпехов прямо под фундаментами жилых домов или взлетной полосой. Корабли продолжают стоять у атолла. Некоторые повреждены, некоторые затонули рядом с рифом. Самолеты падали в лагуну. Часть сбита, часть разбивается при посадке. Все это остается здесь, на дне. Но самое важное – выводы. После Таравы полностью меняют подход, точнее рассчитывают приливы. Используют больше амфибий, увеличивают длительность бомбардировок, Кваджалейн. Эневеток. Там уже нет такого ада, потому что урок Таравы оказался слишком дорогим, чтобы его игнорировать. После Таравы в Америке разразился скандал. В 1943-м газета The New York Times написала: «Если вы хотите увидеть ад, отправляйтесь на Тараву». Газеты требовали трибунала для генералов. «Зачем нам этот остров ценой в 1500 жизней?» – спрашивали матери погибших. Зачем все это было нужно? Тарава стала шоком для Америки. Страна содрогнулась от списков погибших. Но именно здесь, на этих рифах, адмиралы поняли – старые методы не работают. Здесь научились координировать авиацию и флот. Но именно Тарава научила Америку воевать в океане. Здесь поняли – нужны плавающие танки, которые могут переползать через кораллы. Нужна связь между берегом и флотом. Нужна разведка рифов. Уроки, оплаченные кровью на Тараве, спасли десятки тысяч жизней при высадке на Иводзиме и Окинаве. Что осталось от Таравы сегодня? Если вы нырнете в лагуну Битио, вы увидите железное дно. Здесь покоятся останки как минимум 10 десантных катеров «Аллигатор». Они выглядят как скелеты доисторических чудовищ, обросшие кораллами.
Чуть дальше, на глубине 15 метров, обломки Douglas SBD Dauntless, американский пикирующий бомбардировщик. Он лежит на песчаном дне, винт погнут, кабина открыта. Пилот, вероятно, пытался выбраться, но океан оказался быстрее. Остовы десантных машин. Гусеницы вросли в коралл. Дверь приоткрыта, будто кто-то только что вышел покурить. Внутри ржавый пулемет, рядом каска. Просто лежит, как будто хозяин поставил ее минуту назад. Дальше японский танк тип 95. Башня свернута на бок. Ржавые орудия, обломки самолетов. Некоторые лежат так, как упали. С 1943 года. Под песком на самом острове еще более страшные находки. Здесь до сих пор опасно. В 2010-х годах на Тараве нашли склад японских авиабомб, которые пролежали в земле 70 лет. Они все еще активны. Сегодня Тарава – это место, где время пытается стереть шрамы. Сегодня все выглядит иначе. Тарава снова кажется раем. Вода в лагуне кристально чистая, а на берег вымывает куски ржавого железа. Люди плавают с масками, снимают видео, смеются. И вот этот контраст. Сверху – жизнь, снизу – следы смерти, сверху – смех, снизу – тишина. Мы помним этот атолл как символ мужества. И каждый раз, когда вода становится прозрачной, можно увидеть правду. Она не исчезла. Она просто ждет, пока кто-то снова посмотрит вниз. Но стоит взглянуть глубже, под зеркало воды, и вы поймете, это не памятник победе. Это памятник цене, которую человечество платит за свои ошибки. История не закончилась, она просто ушла под воду. Мы уходим с Таравы, но она не отпускает. Тарава не просит памятников, она просит одного помнить. Потому что под каждым слоем белого песка здесь спрятана правда. Победа не бывает чистой. У нее всегда есть запах соли, ржавчины и забытых имен. История Таравы – это не просто параграф в учебнике. Это тысячи нерассказанных историй, которые до сих пор лежат под толщей воды и песка. Мы создаем эти фильмы, чтобы голоса тех, кто остался на Бетио, не замолкли навсегда. Если то, что вы сегодня увидели, отозвалось в вашем сердце, не оставайтесь равнодушными. Ваша подписка и лайк – это не просто цифры для алгоритмов. Это способ сделать так, чтобы эту историю увидело как можно больше людей. Напишите в комментариях, что вы почувствовали, глядя на эти кадры. Знали ли вы о кровавой цене этого атолла? Мы читаем каждый комментарий под видео. Давайте хранить эту память вместе. До встречи в следующей главе. Думаете, это просто красивое место для дайвинга? Вы ошибаетесь. Сегодня ты увидишь, что на самом деле скрывает этот рай. Некоторые места не просто помнят войну, они продолжают ее. Добро пожаловать в лагуна Трук. Идеальный тропический рай посреди Тихого океана. Лазурная вода, теплый ветер, острова, покрытые густой зеленью. Здесь нет штормов, нет волн, только тишина. Слишком идеальная. Под этой гладью ни кораллы, ни рыбы. И даже не просто обломки. Под водой лежит флот, десятки кораблей, целая военная армада, уничтоженная за считанные часы, сотни самолетов, тысячи тел. Они не ушли, они остались здесь. И теперь это место не просто лагуна. Это подводное кладбище, где время остановилось в момент катастрофы. Некоторые сцены в этом фильме – это реконструкция событий, чтобы вы могли не просто услышать эту историю, а буквально ее увидеть. Мы не хотели ограничиваться сухими кадрами и фотографиями. Нам важно было передать атмосферу, напряжение и масштаб происходящего, чтобы понять, через что прошли люди в тот момент. В начале 1944 года Тихий океан уже не был полем сражений. Он стал шахматной доской. Императорский флот Японии превратил лагуну Трук в свою главную крепость-опорную базу. Здесь стояли линкоры, авианосцы, транспортные суда. Здесь хранились топливо, боеприпасы, техника. Здесь планировались удары, от которых зависела судьба региона.
С поверхности это выглядело как идеальное укрытие. Кольцо островов защищало лагуну от волн и ветров. Глубины позволяли скрывать корабли, а расстояние от основных фронтов давало иллюзию безопасности. Но это была иллюзия. К началу 1944 года инициатива в войне перешла к американским военно-морским силам. После победы у Маршалловых островов американское командование поняло главное. Пока существует Трук, война не закончится. Было принято решение не атаковать по частям, не изматывать, уничтожить все и сразу. Операция получила кодовое название – операция «Хейлстоун». Февраль 1944 года. 3 авианосные группы, сотни самолетов, четкий план. Удар должен был быть быстрым, точным и окончательным. Часть крупных кораблей успела покинуть лагуну за несколько дней до атаки. Остальные остались. Транспортные суда, танки, самолеты на палубах и тысячи людей, которые не знали, что стали целью. В феврале 1944 года операция «Хейлстоун» превратила этот рай в гигантскую чашу смерти. Американский флот нанес удар по главной базе императорского флота Японии. Более 500 самолетов, авианосцы, бомбардировщики, торпеды. Вода больше не защищает. Взрыв разрезает тишину. Через секунду второй, третий. Воздух наполняется дымом и огнем. Самолеты возвращаются снова и снова. Они кружат, выбирают цели. Каждый удар точен. Один за другим корабли начинают уходить вниз. Самолеты заходят на второй круг. Торпеды идут ниже, почти касаясь воды. Они врезаются в борта линкоров. Вода врывается внутрь, мгновенно заполняя отсеки. Кто-то пытается открыть зенитный огонь. Палубы превращаются в хаос. Горящие самолеты падают рядом с кораблями. Боеприпасы детонируют внутри трюмов. И в какой-то момент все сливается в одно. Огонь, вода, металл. Корабли начинают уходить под воду, один за другим, унося с собой все. Людей, технику, страх, последние секунды. Металл скрипит, вода заполняет пустоты, и все, что было шумом и движением, становится неподвижным. Навсегда. За 48 часов было уничтожено более 40 кораблей, сотни самолетов, тысячи тел убитых и раненых. Сегодня корабли лежат на глубине от 5 до 60 метров. Они выглядят почти нетронутыми. Лазурная вода обнимает корпуса, кораллы обвивают пушки, рыбы проплывают сквозь иллюминаторы. Красиво, но внутри ад. Трюмы до сих пор заполнены боеприпасами, грузами и останками. Корабли стали подводными могилами. Одна из самых известных – японский транспорт Фудзикава Мару. На его борту до сих пор лежат авиационные двигатели, каски, винтовки. Все так, будто экипаж исчез за секунду. Корабли разрушаются. Внутри них топливо, нефть, химикаты. По оценкам экологов, в корпусах остаются тысячи тонн мазута. Один раз, и все выйдет наружу. Океан станет токсичным, рифы умрут, и этот рай превратится в черную яму. Некоторые ученые называют лагуну подводной бомбой замедленного действия. Местные жители избегают этих вод ночью. Они говорят, корабли светятся, свет изнутри. Рыбаки утверждают, что слышат звуки металла под водой, стук, скрежет, иногда крики. Научного объяснения нет, но есть факт. Магнитные аномалии в некоторых точках лагуны фиксируются до сих пор. Компас может внезапно сойти с ума, будто под водой что-то мешает. Лагуна Трук – это не просто кладбище. Это законсервированная катастрофа. Момент, который никогда не закончился. Здесь война не ушла, она застряла. Каждый корабль – это капсула времени. Каждый трюм – это незакрытая история. И каждый дайвер, который туда спускается, становится свидетелем того, что не должно было сохраниться.
Сегодня лагуна – популярное место для дайвинга. Тысячи туристов ежегодно погружаются сюда. С камерами, с улыбками. Туристы приезжают сюда за экзотикой. Они улыбаются, фотографируются. Они не понимают, где находятся. Океан умеет скрывать, но иногда он выбирает не забывать. Лагуна Трук – это не просто вода и металл. Это напоминание о том, как быстро рай становится адом. Это была только одна история, один затонувший мир. Друзья, пишите комментарии, ставьте лайки. Это реально помогает каналу расти. И обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Дальше будет только интереснее. Впереди еще десятки мест, где реальность страшнее любого фильма. Кваджалейн. Призрак Маршалловых островов. Огромный атолл в центре Маршалловых островов. Один из самых больших в мире. Сегодня здесь военные базы, радары, закрытые зоны. И редкие дайверы, которым разрешено погружаться. Тогда это был японский укрепленный узел, жестко защищенный, изолированный, подготовленный к последнему бою. Начало 1944 года. Японская империя все еще держит огромные территории, но ее оборона начинает трещать. После Гуадалканала и Кровавой Таравы американское командование делает вывод – лобовые штурмы стоят слишком дорого. Нужна новая стратегия. Она получает название «Island Hopping». Выбор ключевых точек, удар, полное подавление противника. Кваджалейн оказывается в этом списке не случайно. Это крупнейшая лагуна Маршалловых островов, природная крепость. Внутри десятки островков. Снаружи коралловое кольцо, которое усложняет подход. Японцы превращают атолл в узел обороны. Гарнизон около 8000 человек. Артиллерийские позиции, бетонные укрепления, складские зоны. Но есть критическая ошибка. Они готовятся к классической осаде. Корабли на горизонте, медленный обстрел, попытка высадки. Они не знают, что против них уже работает другая логика войны. 31 января 1944 года. Горизонт начинает темнеть. Американские линкоры, крейсеры, эсминцы занимают позиции. Дистанция рассчитана заранее. Команды получают координаты. И начинается обстрел. Первый залп пристрелочный, второй уже точный, третий разрушительный. Огромные снаряды падают на острова с интервалом в секунды. Песок взлетает столбами. Бетон трескается. Связь между японскими позициями рушится почти сразу. Это не бой, это демонтаж обороны. В течение нескольких часов огонь не прекращается. Корабли работают по секторам. Методично. Сначала подавляются внешние точки, затем внутренние. Любая попытка ответного огня быстро гасится. Но ключевой удар идет не только с моря. Авиация подключается волнами. Бомбардировщики заходят с разных направлений. Высота меняется. Тактика – перегрузить оборону. Склад боеприпасов взрывается. Огонь переходит на соседние позиции. Техника уничтожается прямо на местах. И в этот момент лагуна превращается в ловушку. Внутри нее находятся японские корабли, транспортные суда, вспомогательные единицы, небольшие военные корабли. Они стоят на якоре. Маневр ограничен, выходы перекрыты. Американские самолеты заходят низко. Торпеды уходят под воду. Первая попадает в борт транспортника. Взрыв под линией воды. Корабль кренится почти сразу. Вторая – в соседнее судно. Третья – мимо. Но четвертая – точно в цель. На палубах начинается хаос. Команды пытаются запустить двигатели. Кто-то режет якорные цепи. Но времени нет. Один из кораблей успевает сдвинуться. Несколько метров. Потом удар. Сильный, глухой, корпус разрывает. Вода входит внутрь с такой скоростью, что у людей почти нет шанса выбраться. По американским отчетам, лагуна была очищена за считанные часы. Но за этим словом десятки затонувших судов и тысячи погибших. Обстрел продолжается несколько дней.
К моменту высадки большая часть обороны уничтожена. 1 февраля. Американские морпехи идут на берег. Они ожидают жесткое сопротивление. После Таравы это логично, но реальность другая. Острова почти молчат. Редкие выстрелы, разрозненные группы. Японская оборона фактически перестала существовать еще до начала штурма. Из примерно 8000 человек гарнизона в живых остаются единицы. Большинство погибает во время бомбардировки, оставшиеся в последние дни боя. Кваджалейн берут быстро. Слишком быстро для такой цели. И это становится поворотным моментом всей кампании. Теперь стратегия ясна. Сначала уничтожение с дистанции, потом короткий штурм, минимизация потерь, максимум давления. Но то, что остается после такой стратегии, не исчезает. Представьте февраль 1944-го. Американцы уже выучили кровавый урок Тарова. Они не повторят тех же ошибок. Месяцами солдаты тренировались на Гавайях в специальных джунглевых школах. Зачистка бункеров гранатами и огнеметами доводилась до полного автоматизма. А потом в океан вышла самая большая амфибийная армада того времени. Почти 300 кораблей и более 50 тысяч человек. Обстрел длился дни. Только один линкор «Теннесси» выпустил по атоллу 36 тысяч снарядов. Подводные команды рисковали жизнью, разминируя рифы прямо перед высадкой. Американцы шли на Кваджалейн подготовленными, холодными и беспощадными. Японцы же встретили этот удар в состоянии трагической слепоты. Командующий гарнизоном контр-адмирал Монзо Акияма, который находился на Кваджалейне еще с 1941 года, погиб за несколько дней до высадки. Прямое попадание морского снаряда в его командный бункер. Гарнизон остался без головы. Вся их оборона была выстроена только с океанской стороны. Японцы до последнего не верили, что американцы смогут высадиться со стороны лагуны. Они еще не перестроились после Тарава. Большинство защитников вообще не были пехотинцами. Авиаторы, механики и около 1200 корейских рабочих, которых заставили рыть окопы в набедренных повязках. Токио уже давно списало Маршалловы острова как внешнее кольцо, которым можно пожертвовать. Приказ был прост и жесток. Умрите здесь, чтобы выиграть время для главной битвы у самой Японии. И они умирали. После многочасового обстрела солдаты выползали из бункеров, оглушенные как зомби, и шли в безумную штыковую с криками. На Рой-на-Мур случился знаменитый банзай-штурм 2 февраля. Японцы с мечами и штыками бросались в темноту. Один из последних защитников кричал морпехам: «Come and get us, you fucking marines!» Корейские рабочие воевали наравне со всеми, хотя даже свои их презирали. Из почти 8000 защитников атолла в живых осталось всего около 260. Когда пыль осела, американцы сделали то, что было проще и дешевле, чем везти домой. Они затопили в лагуне более 150 исправных боевых самолетов – Dauntless, Corsair, Avenger, Helldiver и другие. Крыло к крылу на песчаном дне, они до сих пор лежат как молчаливый подводный флот-призрак. А на самом атолле в спешке закопали тысячи тел – японцев и корейцев. Около 4300. Как минимум одна большая братская могила так и не найдена до сих пор. Местным жителям официально запрещено копать глубже 15 сантиметров, якобы из-за неразорвавшихся снарядов. Сегодня в Японии об этом почти никто не вспоминает. Для большинства японцев Кваджалейн – просто название тропического рая, куда летают чартеры и продают мороженое Кваджалейн Сандэй. О 8000 погибших и корейских рабочих, чьи семьи получили после войны пустые урны для храма Ясукуни, полная амнезия. Лишь редкие группы родственников приезжают под строгим американским контролем и молча кладут цветы. А внизу, под бирюзовой гладью лагуны и под тонким слоем коралла атолла, все еще спят свои призраки, и они не собираются уходить. Лагуна Кваджалейна остается заполненной обломками. Корабли не поднимают, это слишком дорого, слишком сложно, и тогда это не кажется проблемой.
Проходят десятилетия. Сегодня под водой десятки судов. Они лежат там, где их настиг удар. Некоторые на боку, некоторые почти вертикально. Когда ты погружаешься, ты не просто видишь металл, ты видишь последствия конкретной атаки. Вот пробоина, идеально круглая, след торпеды, вот разорванный шов корпуса, взрыв изнутри. Вот палуба, обрушенная вниз. Это не разрушение временем, это следы боя. Морские археологи изучают эти объекты как архив. По повреждениям они восстанавливают события. Где пришелся удар, с какой стороны, с какой силой. Но есть то, что остается за пределами анализа – люди. Многие корабли ушли на дно с экипажами, не все тела были найдены, не все отсеки обследованы даже сегодня. Дайверы иногда находят личные вещи, посуда, инструменты, обрывки формы. И это меняет восприятие. Ты понимаешь, что находишься не просто в обломках, а в месте, где все закончилось мгновенно. Но есть еще один слой – экологический. Внутри многих судов остается топливо. Десятки, иногда сотни тонн. Оно было запечатано. Но металл разрушается. Исследования последних лет показывают, утечки уже происходят. Малые, но регулярные. На поверхности появляется радужная пленка. Коротко, нестабильно. Но это сигнал. Ученые называют такие объекты замедленными бомбами. Если один крупный резервуар разрушится, последствия будут серьезными. Рифы погибнут, экосистема изменится, и тогда бой 1944 года нанесет удар спустя почти век. Кваджалейн не выглядит как поле боя. Он выглядит как рай. Это граница. Между прошлым и настоящим. Между красотой и разрушением. Между тем, что мы видим, и тем, что предпочитаем не замечать. Война здесь закончилась, но ее следы нет, они лежат на дне, ржавеют, медленно распадаются. Под этой картинкой рая одна из самых разрушительных операций войны в Тихом океане. И, возможно, именно это делает его особенным, потому что здесь война не закончилась. Она просто ушла глубже и осталась там, ждать. Кваджалейн продолжает хранить свои тайны. Под бирюзовой гладью лагуны за стеной радаров и колючей проволокой призрак Маршалловых островов все еще ждет. Он не исчез, он просто затаился. Каждый новый сигнал на экране радара, каждый ночной шорох в старых японских бункерах, каждый рассказ выжившего – это напоминание. Правда здесь всегда была опаснее, чем кажется. Если эта история заставила вас почувствовать холодок по спине, если вы хотите узнать, что еще скрывает Тихий океан, если вас больше не устраивает официальная версия событий, подписывайтесь на канал. Здесь мы продолжаем расследование. Здесь мы снимаем покровы с тех мест, куда не пускают камеры. Здесь мы ищем ответы, которых боятся даже те, кто держит руку на кнопке. Следующая глава уже в работе. И она может оказаться еще ближе, чем вы думаете. Не пропустите. Призрак наблюдает. Спасибо, что были с нами до самого конца. Бикини-атолл. Место, которое выглядит как открытка из туристического рая и одновременно как один из самых мрачных экспериментов в истории человечества. Думаете, самые страшные места на Земле выглядят как выжженные пустыни или черные кратеры? Иногда смерть прячется в идеальном раю. В центре Тихого океана, среди бирюзовой воды и ослепительно-белых пляжей, лежит цепочка коралловых островов. Лазурная лагуна, теплый ветер. Пальмы медленно покачиваются над прозрачной водой. Рыбы переливаются всеми цветами радуги. Идиллия. Но это иллюзия. Потому что под этой безмятежной водой лежит один из самых опасных радиоактивных кладбищ на планете. Добро пожаловать на Бикини-атолл, рай, превращенный в ядерный полигон. Атолл состоит из 23 небольших островов, окруженных огромной лагуной площадью более 600 квадратных километров. Когда европейцы впервые увидели эти места, они назвали их воплощением тропической мечты. Но в 1946-м сюда пришла новая сила.
Не природа, не шторм и не вулкан. Человек. И его самое разрушительное оружие. Соединенные Штаты начали масштабную программу испытаний атомного оружия. Атолл выбрали по простой причине. Он был удален от больших континентов. Для военных это было идеальное место. Для жителей – приговор. Летом 1946 года началась операция Crossroads. В лагуне собрали настоящий флот-призрак. Более 90 списанных кораблей, линкоры, авианосцы, подводные лодки. Их превратили в мишени. 1 июля 1946 года над лагуной взорвалась первая атомная бомба. Гриб поднялся на высоту 6 километров. Океан взорвался. Через несколько секунд ударная волна разорвала корабли как игрушки. Но это было только начало. 1 марта 1954 года Соединенные Штаты провели самый мощный тест в истории полигона – Касл-Браво. Мощность взрыва – 15 мегатонн. Это в 1000 раз сильнее бомбы над Хиросимой. Ученые просчитались. Серьезно. Радиоактивное облако оказалось в 2 раза больше прогнозов. Пепел начал падать на соседние острова, как снег. Белый, красивый, смертельный. За 12 лет здесь взорвали 23 ядерных устройства. Многие корабли на дне лагуны до сих пор лежат там. Скелеты холодной войны. Вода выглядит идеально прозрачной. Но некоторые участки дна все еще излучают радиацию. Словно океан помнит. Сегодня Бикини-атолл формально открыт для дайверов. Парадокс – это один из самых красивых дайв-сайтов на планете и один из самых радиоактивных. Корабли покрыты кораллами. Линкоры выглядят как подводные соборы. Но на некоторых островах все еще нельзя жить. Почва заражена цезием-137. Кокосы накапливают радиацию. Еда становится ловушкой. Тихий океан дышит медленно. Пальмы шелестят на ветру. Никаких городов, никаких людей. Только белый песок и тишина. Но если копнуть землю всего на несколько сантиметров, дозиметр начнет щелкать. Сухо, металлически. Звук атомного века, который до сих пор живет под этим тропическим раем.